В Новой Зеландии жил мальчик по имени Эван Хилл, который стал жертвой жестоких насмешек со стороны одноклассников. Его зубы были ужасно деформированы, и он не мог нормально закрывать рот. Каждый день в школе был для него настоящим испытанием, полным унижений и одиночества. Одноклассники дразнили его, называя кроличьим ребенком, и это заставляло Эвана замыкаться в себе. Он перестал общаться с друзьями и стал избегать общественных мест, погружаясь в мир своих страхов и комплексов. Эван любил рисовать и мечтал стать художником, но его уверенность в себе была подорвана постоянными насмешками. Он часто сидел один, рисуя в своем блокноте, и пытался забыть о своих проблемах. Но несмотря на его таланты, страхи и неуверенность мешали ему раскрыть себя. Каждый раз, когда он смотрел в зеркало, он видел не только свои деформированные зубы, но и отражение своего внутреннего страха. Однако однажды судьба улыбнулась Эвану. Неизвестный благодетель из Новой Зеландии узнал о его тяжелой ситуации и решил помочь. Он пожертвовал крупную сумму денег на лечение Эвана, что стало настоящим чудом для мальчика и его семьи. Это дало Эвану надежду на то, что он сможет изменить свою жизнь и избавиться от постоянного страха перед общением с окружающими. Лечение проводил известный ортодонт Рональд Слютер. Он внимательно изучил состояние зубов Эвана и отметил, что это был один из худших случаев в его практике. Тем не менее, доктор был полон решимости помочь мальчику. В процессе лечения он переместил зубы Эвана на целых 15 мм, что привело к потрясающим результатам. Эван, который когда-то был объектом насмешек, превратился в молодого человека с прекрасной улыбкой. Когда он впервые взглянул на себя в зеркало после завершения процедур, он не мог сдержать слез радости. После курса лечения Эван стал выглядеть намного лучше, и его уверенность в себе начала возвращаться. Он снова начал общаться с одноклассниками и даже завел новых друзей. Его жизнь изменилась, и он стал более открытым и дружелюбным. Но семья Эвана не забыла о тех, кто оказался в похожей ситуации. Несмотря на то, что от пожертвований осталось еще много денег, они решили не тратить их на себя. Вместо этого они создали фонд, который помогает другим семьям, чьи дети нуждаются в стоматологических процедурах, но не могут себе этого позволить. Таким образом, Эван не только изменил свою жизнь, но и стал источником вдохновения для других. Его история о том, как доброта и щедрость могут изменить судьбу, стала известна в их сообществе. Фонд, созданный его семьей, продолжает помогать многим детям, и каждый раз, когда они получают помощь, Эван чувствует, что его собственный опыт стал частью чего-то большего. Теперь он не только художник, но и активный участник благотворительности, стремящийся сделать мир лучше для других. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.